Всем привет, меня зовут Наталья, добро пожаловать на мой канал. Где-то между мифом и реальностью оказался показ коллекции «Весна-лето 2025», представленной на неделе моды в Париже британским брендом Alexander McQueen. Модное действо устроили на левом берегу Сены, в Высшей национальной школе изящных искусств. Общая эстетика легендарного строения, насыщенная историей и академическим величием, создавала идеальную атмосферу. Минималистическая сценография определенно давала возможность раскрыться задумке дизайнера во всей глубине. Сдержанность в оформлении, нейтральный фон позволили собравшейся на шоу публике сфокусироваться на модных образах, остро очерченных силуэтах, на взаимодействие только между одеждой и светом. Модели выходили на покрытый серебристым металлом подиум, окутанный туманной дымкой, что порождало иллюзию живого, почти осязаемо дышащего полотна. Без лишних декораций модное шоу действительно оказалось на грани между таинственной мистикой и близким к реальности мрачным романтизмом. Этот символический переход между мирами, ставший основной темой новой модной линейки, воплощает в себе ирландский мифологический дух банши или бенши. Варианты произношения бытуют разные, но сути это не меняет. Главной героиней коллекции дизайнер Шон Макгир выбирает загадочный персонаж – особую разновидность фей. Они бродят, крадучись среди деревьев, либо летают, иногда издают пронзительные вопли, предвещая печальный уход кого-то из близких. Сделать акцент на эфемерной пугающей красоте банши Шона вдохновила одна из первых работ основателя бренда Александра Маккуина 1994 в которой Ли рассказал о своем кельтском наследии, а также об ирландских сказках. В комментариях Макгир отметил, эти же мистические истории он когда-то слышал от своей мамы, что тоже сыграло важную роль в творчестве модельера. Став лишь недавно у руля компании, нынешний креативный директор дома моды McQueen представил на суд зрителей гораздо более зрелую, а как следует из большинства отзывов, весьма успешную коллекцию в сравнении с его предыдущей дебютной работой. Шоу вышло куда более цельным, чем первое, за которое Шона упрекали в не слишком достаточном понимании сути и характера бренда, укоряли в перевирании наследия, поверхностных референсах к работам предшественников. Некоторые даже вспомнили добрым словом Сару Бёртон. Да, скептики в прошлом сезоне не скупились на колкие комментарии, но сегодня таковых стало значительно меньше. Ведь новая коллекция – это уже не пестрая мозаика, отсылающая ко всем очевидным хитам Маккуина, а вполне себе складный нарратив, причем коммерчески жизнеспособный. Чего только стоит костюмная линия в нейтральном сером, в контрастной черно-белой палитре с акцентной добавкой красного, в элегантном оттенке капучино с клетчатым принтом. Здесь отмечу легкие пальто и жакеты со сборками на груди. Этот неординарный крой напомнил жест, когда сжимают одежду под холодным проливным дождем, а еще будто кто-то невидимый и зловещий вцепился руками. Следующий интересный момент – одежда с горизонтальными сетчатыми прозрачными вставками, отделанными невесомым шифоном. К слову, данный прием дал возможность дизайнеру предложить свежий взгляд на культовую модель брюк от основателя бренда с экстремально низкой посадкой. Получилась более мягкая, изящная версия некогда скандального оригинала. Основательно изучая архивы модного дома, Макгир отдельной строкой выделяет S-образный изгиб, фирменный знак в эскизах Ли Маккуина. В нынешней коллекции он, к примеру, отчетливо читается в масштабных воротниках белоснежных рубашек. А вот всем известные птицы теперь превратились в корсеты, юбки и платья, покрытые перьями. Мистическую тему в коллекции поддержал макияж моделей. Особенно те тонкие, но ярко и четко прорисованные черные стрелки. Далеко не последнюю роль сыграли и фактурные ткани с нестандартной декоративной обработкой, а также тонкое, схожее с паутиной кружево, что создавало иллюзию разрушения, и одежда будто вот-вот прямо сейчас распадется, растворится в воздухе, как призрачный дух банши. Как продолжение легенды в гардеробе на весну появились аксессуары. Сумки с металлической пряжкой на ремешке, брелок в виде розы либо расчески, футуристической формы очки, шокирующего вида вязаный головной убор, украшения, похожие на старинные артефакты. Образ сказочного существа дизайнер отразил и в заключительном блоке вечерних нарядов, начиная от расшитых золотым стеклярусом жакетов до платьев, покрытых колючими терновыми ветками. В качестве громкой точки в финале был выход на подиум модели, которую буквально с головы до ног опутали серебристые нити цепочки. Получилось отчасти мрачно, загадочно, волнительно до сердцебиения и очень эффектно. Приятного вам просмотра, друзья! Спасибо всем за поддержку канала, за поставленный лайк и подписку.
С большим интересом жду обсуждения весенне-летней коллекции бренда McQueen в комментариях. Хорошего вам нескучного дня и по нашей доброй традиции только позитивного, солнечного настроения!